Всем здравствуйте! На этом занятии мы рассмотрим стразирование точечным способом. Этот способ достаточно прост. На горячую поверхность мы укладываем стразы донцем вверх. Стразы, естественно, термофиксации. Они разогреваются, клей расплавляется. И мы устанавливаем стразы, погружая тонкую иглу или тонкое шило в этот клей. Стразинка налипает на наш предметик, что у нас там игла или шило. Мы ее переворачиваем и устанавливаем на изделие. Когда мне первый раз рассказали об этом способе, одна из наших сотрудниц, я мысленно, извините, покрутила пальцем у виска, потому что такой способ показался мне очень трудозатратным. На самом деле, при наличии определенного опыта и какого-то времени затраченного на его освоение, он оказался очень удобным, имеющим массу плюсов и лишенным тех недостатков, когда мы фиксируем стразы паровым способом. Вот сейчас мы выкладываем стразы на обычную блинницу с регулятором температуры. Дождемся, пока они разогреются, и приступим к установке. Конкретно эта блинница удобна тем, что она разделена вот на такие сегменты, удобные для выкладки страз разных размеров, разных цветов, чтобы не путаться. Конкретно для нашей модели мы взяли обычный EB 12, 16, 20, 30 размеров, Capri Blue, цвет аквамарин, золото и цитрин. Вы видите, там еще цветные камни соответствующих цветов. Ну вот сейчас вы можете наблюдать непосредственно сам процесс установки. Под сетку подложен как раз наш планшетик, который я вам показывала.
вот сейчас практически в замедленном режиме не самого видео работы наших девочек, вы можете видеть, как это делается технически. То есть берется страза, которая прилипает к иголочке, устанавливается и прижимается. Здесь важно не столько время ее фиксации, да, прижатия, сколько усилия, с которым вы это делаете. То есть нужно как можно сильнее эту стразу прижать. Руки устают, честно говоря. Ну, давайте оценим промежуточные результаты нашего стразирования. Особенность данной выкладки в том, что AB-стразы Crystal у нас легли по сетке, по контуру наших аппликаций. В этом, в общем-то, особенность стразирования на темных сетках, чтобы наша темная сетка не поглотила наши темные аппликации. Вы видите, что на самих аппликациях в основной массе установлены цветные стразы, которые дают меньше блеска, чем AB, и таким образом мы предотвратили тот эффект, когда дизайн теряется с ковра. Вы видите, что мы оставили расстояние от края наших срезов примерно 2-2,5 см для того, чтобы они не мешали сборке. Мы стразировали наши нарисованные перышки. Под аппликациями отлетными страз практически нет. Для того, чтобы все-таки было видно, что они отлетные, да, когда они будут немножечко отходить, там будут такие вот аппликационные пятна. Дизайн по центру полочки, мы помните, что мы его не допришили, и мы его сейчас не достразировали. Опять же, по той причине, чтобы мы могли это место собрать. Все зоны, которые было нужно, мы высветлили кристалл камнями с покрытием AB. Установили все-таки цветные камни, цитрины, которые мы думали нам, как с ними поступить. Капри Блю у нас стоят в цветочках. И по сетке вне аппликации у нас россыпь, опять же, AB страз, 16-12 размер, и 20 там немножечко стоит. Что в итоге, какая неприятность случилась при выкладке? Вот сейчас Настя вам показывает, где мы установили еще черные стразы, вот их должно быть видно, я, по крайней мере, вижу их на большом экране. 10 размера они у нас там стоят, десяточка, меленькие совсем. Какое неприятное обстоятельство выяснилось? Оказалось, что сетка черная у нас с пропиткой. То есть мелкие стразы от нее просто отваливаются. Крупные держатся, стоят, а клея на мелких не хватает для закрепления. Вы, пожалуйста, свою сетку протестируйте, да, если вы хотите какую-то мелочь устанавливать на те нюансы, о которых я вам только что сказала. С бифлексом тоже такие бывают неприятности, но здесь хотя бы в каталоге указано, да, что там есть пропитка какая-то.